А мы вам покажем пьяных немцев. Для немцев это пылесос. Спокойной ночи, малыши здесь не показывают. Окей, друзья мои, ну что ж, не повезло нам с Hyundai Ioniq, но повезло сегодня с Tesla 75. Вот абсолютно свежая машина Tesla. Хватит одной заправки на 350-400 километров. Я думаю, что прекрасно мы расскажем про этот автомобиль, тем более, что наверняка он вас очень сильно интересует. Смотрите наши видео, все в ближайших выпусках и в этом тоже. Наше безумное путешествие начинается. Расписание следующее. Мы сейчас заправляемся с вами 20 минут. Tesla понастроила суперчарджеров бесплатных по Европе, по Германии. И мы сейчас воспользуемся с вами первый раз бесплатной заправкой. Заправим этот автомобиль. Да, затем мы с вами заправляемся практически, едем час 40. Еще 40 минут заправляемся. И следующая остановка будет Штутгарт, аэропорт. И у нас батарейки останется всего 12%, машина нам показывает. Подъехали мы к нашей первой заправочке. Сейчас я вам попробую показать, да и сам научусь, как это все происходит. Ставим машину в паркинг. Очень удивительно, что здесь нет никаких ключей, даже места для них нет. И чувствуешь себя абсолютно комфортно. Я вам хочу сказать, что буквально через 2 минуты, как я сел в этот замечательный автомобиль, я к нему сразу привык. Энтрегель, открыть. Ага, открыли. Вот видите, какая многоходовочка, да? Просто так и не вставишь, прям как женщина. Ну и пошла зарядка, видите как? Заморгал светодиод зелененьким. Для того, чтобы подключить зарядку, нам нужно ее остановить. И открыть замочек. Спокойно вынимаем, ставим и едем дальше. Сейчас будем встречать Андрея Чижова, ребята. Вот он, вот он. Все когда-нибудь плохое заканчивается. Андрей. Тесла. Вот так телезрители ждал, я сидел. Кто в аэропорту? Вот покажите, пожалуйста, аэропорт. Кстати, очень уютно здесь. Да где здесь уютно? Слушай, здесь это разве аэропорт? Ты, по-моему, перепутал, Андрей. Нет, вот там. Ты правда сюда прилетел? Да, все нормально. Ребята, мы вам все покажем. Мы сейчас вот с этим парнем, покажите парня, едем в Мюнхен. Поэтому через секунду мы уже в Мюнхене будем. Across the Europe without gas line. Ребята, она просто с нами разговаривает, чуть не сама нас везет. Перевожу. Короче говоря, бензин не заправляем. Да. Но как-то едем. Гер, Антон, повернитесь, чтобы понятно было. Вот надпись. Посмотрите. Ощущение такое, что сейчас кто-то тебя вот за плечо дернет, да, и скажет: просыпайся, сон закончится, и ты снова в Москве, в Киеве, в Екатеринбурге, в Челябинске. Октоберфест в разгаре, ребят. Мы верным путем идем, Антон. Шулигу. Как попасть на Октоберфест после работы обычному немцу и вам, когда вы приедете в Германию, если вы вдруг захотите на электромашине, как мы с Антоном Гером, с Гер-Антоном путешествовать, я и так, ну тебя знают и так, понимаешь? Путешествовать по Европе, и вы тоже вечером вдруг приедете, не стесняйтесь, приезжайте вечером, вы сейчас увидите, что происходит на Октоберфесте в вечернее время. Нужно сказать, что немцы так серьезно относятся к безопасности, но это и понятно. Nee, gibt's keine, ne? Вот. Документа. Тут так все, да? Не расстроился, что тебя проверили? Нет, наоборот, что так проверят любого, мало ли что. Слушай, Сами знаете, что в Европе происходит? Ну, мне кажется, тут несколько по моим тысяч. оценкам, не, я думаю, что может быть здесь порядка 100 тысяч, наверное, сейчас. Может быть. Я в шоке, ребята. Пару слов. Это только мы в один дом зашли пивной, а их тут по улице штук 10, 15, 20. Вы посмотрите, что творится. Ну, уже все собирают, я так смотрю, со столов, да? Но мы бы вечером и не вошли.
Там еще второй этаж. Да, я как раз на втором этаже лет 10 назад и был. Помню ту рульку, которая застряла промеж зубов. Мне кажется, Ребята, будете путешествовать по Европе без бензина, не до такого еще докатить. да, докатитесь сюда на один денек хотя бы. Мы не можем пройти сквозь людей. Что здесь днем происходит? Поэтому думайте, в какое время приезжать. А это пивзавод, слышишь? Пиво сливают прямо на пол, смотрите. Смотрите, народ, пиво с пола на землю льют. Снимаем всю ночь. Ради наших любимых радиослушателей, телезрителей. Здоровье кладем. Сними. Здесь нет разве ограничения, что, например, людям младше 16 лет нельзя находиться в общественных местах позже 10 вечера, к примеру, или 8 вечера? Я не Посмотри, понимаю. какое большое, огромное количество здесь Молодежи, молодняка, да. Ну вот нет агрессии, вот мы не видим быдла. Нету. Да, вот все веселые, все, конечно, пьяненькие, но нет вот то, что было бы классически. Да, сопровождало бы праздник в Одессе, например, или где-нибудь в Киеве, или в Подмосковье, или в Москве. Ты че? Да, слышь, и бутылка, да. И как-то вот ощущение безопасности присутствует. Необычно для того, кто попал на Октоберфест первый раз. Ну и второй тоже. Я так понимаю, все пивные бренды Германии. Ну, как минимум, и даже больше, я думаю, да? Павильоны. Поэтому вы, когда придете, помните, что это не один не час, не два, а Целый день. Целый день, да. А и то и несколько дней. И вообще очень трудно попасть в пивные павильоны, потому что там места раскупаются в интернете онлайн. Друзья мои, вот мы столкнулись с Герантоном, это он меня сейчас снимает, в Мюнхене час ночи. Посмотрите на мои часы, вот не знаю, видно или нет. Да вряд ли видно, но подтверждаю. Час ночи. И мы объездили половину Мюнхена. Еще не повезло с тем, и повезло, и не повезло с тем, что Октоберфест фестиваль, и центр Мюнхена перекрыт. И мы с трудом нашли зарядку, да, для нашей Теслы. Вообще, конечно, идеальный вариант — это заправляться и заряжаться на самой Тесле. Но, оказывается, в Мюнхене нет зарядок Да, Теслы. ближайший аж в 60 километрах. Да, в 60 километрах. Но сайт Теслы говорит о том, что в Мюнхене аж целых 14 заправок запланировано. Да, но когда они начнут работать. Будет. Ну, в конце концов, вы, может быть, и не на Тесле поедете. Какая разница? Так уж получилось, что у нас Тесла. Но вот мы нашли обычную зарядку. Посмотрите, рядом с сервисным центром BMW. То есть их много. Но вот как-то обязательно ставьте приложение электрозаправок Европы, неважно, там Азия, и обязательно заранее, вот у нас осталось буквально 8 километров, и мы, честно говоря, так перенервничаем, Ну да. что вот вдруг мы не доедем, и надо куда-то идти в ночное кафе, просить, чтобы зарядили, но в итоге мы все-таки заряжаемся. Чуть менее получаса прошло с того момента, как мы с Антоном поставили заряжаться нашу Теслу. И, в принципе, вот Антон снимает как раз меня сейчас 44 километра, не знаю, видно или нет, дает нам возможность машины проехать. Мы решили отсюда уехать, потому что это какой-то прикол, о котором вам сейчас расскажет Герантон. Прикол такой, нам выгоднее ехать, но не стоять, потому что стоим мы и заправляем нашу Теслу за деньги, а едем мы бесплатно до ближайшего суперчарджера тесловской зарядки. Прикол электромобиля, представляете? То есть ехать дешевле, чем стоять на месте. Если вы будете гулять по городу, просто ставьте машину на зарядку и шуруйте. Точно.